привет! Вы на канале World of Money, Мир банкнот, с вами Артур. Продолжаю пополнять свою коллекцию банкнот после небольшой паузы. И сегодня на моем канале очередное пополнение. Получил такое вот письмо, я уже вскрыл сверху, и сейчас мы посмотрим, что там внутри. Банкноты упакованы в листы А4. Скорректирую экран и по порядку все сейчас посмотрим. Как вы уже поняли, здесь банкноты Германии. Эта тема мне очень интересна. Итак, первая банкнота. Германия, 20 марок 1918 года. Эмиссия имперского долгового управления Германской империи. Судные кассовые знаки. Выпуск 20 февраля 1918 года. Необеспеченные золотом знаки, выпускавшиеся в начале Первой мировой войны. Судные кассовые знаки периода 1914-1922 годов были выпущены в соответствии с государственным законом о займах от 14 августа 1914 года, который был обнародован всего через неделю после начала Первой мировой войны. Все знаки в этой и последующих сериях имеют надпись Darlehen Kassenschein – государственный заем. Формально эти судные знаки были как ассигнации и должны были приниматься в качестве платежного средства всеми государственными учреждениями во все виды государственных платежей. Их стоимость была гарантирована кредитами на промышленные и сельскохозяйственные товары. Однако их нельзя было обменять на золотые марки. На самом деле они были формой получения дополнительных денежных средств, использовавшихся во время и после Первой мировой войны. Даже не имея статуса законного платежного средства, эти государственные займы де-факто были валютой, широко используемой в качестве платежного средства, и ходили параллельно с золотой маркой во время Первой мировой войны и начала Веймарской республики. Они использовались до гиперинфляции 1923 года и были изъяты из обращения 29 апреля 1924 года. Выпуск 1917-18 годов, в котором было выпущено два номинала – 5 и 20 марок. Лицевая сторона. Фоновый прямоугольник, состоящий из мелких узоров. По периметру фона рамка с орнаментом в центре, которой вверху надпись Darlehen Kassenschein – государственный заем, а по углам цифровое обозначение номинала 20. Внутри рамки еще 8 прямоугольных узорных рамок. В самой верхней рамке буквенное обозначение номинала 20 марок. Ниже слева и справа обозначение номинала цифрой 20. В центре рамка с обозначением города и датой печати Берлин, 20 февраля 1918 год, а также надпись «Имперское долговое управление» и подписи управляющих. Ниже две печати Имперского долгового управления. Слева профиль головы Минервы, древнеримской богини мудрости и войны. Справа профиль головы Меркурия, древнеримского бога-покровителя торговли, прибыли и обогащения. В самом низу мелкий текст, гласящий: тот, кто подделывает кредитные кассовые знаки, приобретает и размещает на рынке поддельные векселя, наказывается тюремным заключением не менее чем на 2 года. Состояние знака, как видите, не новое. Имеются перегибы по вертикали и по горизонтали. Но решил взять такую, так как имеющаяся у меня в коллекции такая же, в худшем состоянии, чем эта. Ну и цена недорогая была. Бумага с водяным знаком в виде номинала 20 в обрамлении переплетенных линий. Оборотная сторона. Тоже фоновая узорная рамка, по периметру имеется текст, буквенное обозначение номинала и надпись «Государственный заем». По всем углам рамки цифровой номинал 20. Внутри рамки помещены еще 7 узорных прямоугольных рамки. В самом центре обозначен большой цифровой номинал 20, над ним имперский гербовый орел, под номиналом буквенное обозначение номинала. По бокам слева стоящая фигура рыцаря в доспехах, держащего меч и копье. Справа стоящая фигура аллегорической женщины, держащая пшеницу и пальмовую ветвь. Серия и серийный номер напечатан красным цветом, расположен под обеими фигурами. Он состоит из серии буквенного символа префикса, в данном случае использовались литеры СА по Z, и семизначного номера.
Если хорошо посмотреть, то по всему центру можно заметить большое количество защитных волокон. Размер знака 140 на 90 мм. Номер по каталогу Краузе 57. Разновидностей нет. Красивая банкнота. У меня в коллекции присутствуют обе банкноты этого выпуска. 5 марок, 2 штуки у меня, и 20 марок. Вместе с этой уже стало 3. Идем дальше. Следующая банкнота. Германия, 50 марок 1920 года. Рейхсбанкнота Веймарской республики. Республиканские казначейские векселя. Выпуск 1920 года. Имперские банкноты. Выпуск 23 июля 1920 года. Банкноты поступили в обращение в декабре 1920 года и были изъяты из обращения 5 июля 1925 года. В начале 1919 года, вскоре после окончания Первой мировой войны, марка обменивалась по цене 8 за доллар США. К марту 1920 года политические и экономические потрясения привели к падению курса марки до 84 марок за 1 доллар США, после чего он оставался относительно стабильным чуть больше года. 3 банкноты было в этом выпуске: 10, 50 и 100 марок. Лицевая сторона. Фоновый прямоугольник, состоящий из мелких узоров. По периметру фона рамка с волнистым орнаментом, по углам которого цифровое обозначение номинала. Основным изображением банкноты является заключенная в узорную овальную рамку аллегорическая женщина, олицетворяющая осень с венком из роз на голове, держащая обеими руками у груди большое изобилие фруктов. Слева расположена большая квадратная рамка, занимающая примерно 2/3 площади фонового прямоугольника. Внутри квадратной рамки в центре текст на немецком. Надпись «Рейхсбанкнота», большое буквенное обозначение номинала, под ним мелким текстом надпись, означающая, что в обмен на эту банкноту главный кассир Рейхсбанка в Берлине выплатит владельцу сумму в эквиваленте. Ниже город и дата печати. Берлин, 23 июля 2020 года. Еще ниже надпись «Управление Рейхсбанка» и ниже подписи управляющих, слева и справа от которых красная печать управления Рейхсбанка в квадратных рамках с номиналом. Вверху этой квадратной рамки имперский гербовый орел, по бокам которого цифровой номинал в квадратных рамках. Серийный номер расположен по периметру рамки в левой и правой части, напечатан красным цветом и состоит из серии буквенного символа префикса, в данном случае C, и семизначного номера. На этих банкнотах использовались 3 буквы, литеры А, Б, С. Состояние банкноты хорошее. Бумага с водяными знаками и защитными волокнами. Номинал 50 в разных позициях. Оборотная сторона. Большая узорная рамка внутри поделена на 3 равные части, которые в свою очередь разделены сеточными рамками. В центре большое стилизованное обозначение номинала 50 марок, заключенного в круглую рамку. Вверху надпись Рейхсбанкнота. Здесь можно заметить большую литеру X, которая напечатана фоном и использовалась в дополнение к серийному номеру. На этих банкнотах использовались литеры U, V, W и X. Внизу под номиналом аббревиатура РБД Управление Рейхсбанка и мелкий текст, предупреждающий об ответственности за подделывание банкноты. В левой части рамки банкноты бородатый фермер в шляпе, затачивающий косу. В правой части строитель с кувалдой на плече и дымовыми трубами на заднем плане. Также буквенное обозначение номинала расположено на всех границах сеточной рамки в центральной части банкноты и образует стилизованную букву М. По всем углам 3 внутренних рамок расположено обозначение номинала в квадратной рамке. Серия и серийный номер напечатан красным цветом в центральной верхней и нижней части банкноты. Размер 150 на 100 мм. Номер по каталогу Краузе 68, разновидностей нет. Этой банкнотой я полностью закрыл выпуск 1920 года. 10 марок у меня 2 штуки, одинаковые разновидности. 50 марок у меня 1, вот это, и 100 марок
у меня две разновидности: семизначный и восьмизначный серийный номер. Идем дальше. Последняя банкнота, это тоже Германия, 2 миллиона марок 1923 года. Имперская банкнота 2 миллиона марок 1923 года, первый тип. Банкноты поступили в обращение в августе 1923 года. 1 и 2 миллиона марок второго типа в сентябре 1923 года. Были изъяты из обращения 5 июля 1925 года. Гиперинфляция шла полным ходом, и в одном только 1923 году было выпущено 11 различных выпусков банкнот. Самый большой номинал в 100 триллионов марок был выпущен в конце октября 1923 года. Данная банкнота принадлежит инфляционному пятому выпуску 1923 года. В этом выпуске было 9 номиналов: 50 тысяч, 200 тысяч, 1 миллион марок первого типа, 1 миллион марок второго типа, 2 миллиона марок первого типа, 2 миллиона марок второго типа, 5 миллионов, 10 миллионов и 100 миллионов марок. Простенькие по дизайну банкноты выполнены на бумаге с водяными знаками и защитными волокнами. Лицевая сторона. На бледно-бежево-фиолетовом фоне видим много текста на немецком. В самом верху надпись «Рейхсбанкнота», под ней большим стилизованным готическим шрифтом буквенный номинал 2 миллиона марок. Ниже мелким шрифтом информационный текст, означающий, что в обмен на эту банкноту главный кассир Рейхсбанка в Берлине обязуется выплатить предъявителю сумму в эквиваленте. От 1 сентября 1923 года и с этого момента эта банкнота может быть использована и изъята для обмена на другие законные платежные средства. Далее. Берлин, 9 августа 1923 года. Еще ниже надпись «Управление Рейхсбанка». Ниже следуют 12 подписей управляющих, слева и справа от которых черные печати Управления Рейхсбанка. Серийный номер напечатан красным цветом в центральной нижней части банкноты и состоит из шестизначного номера и контрольной литеры с серией, напечатанной черным цветом в левом верхнем углу банкноты. Эта литера является фирменным обозначением частной типографии, присвоенным Управлением Рейхсбанка для печати банкнот. В данном случае эта литера К означает, что она напечатана в придворной типографии Виттиха, города Дармштадт. Как вы могли заметить, после серийного номера напечатан символ звездочка. Возможно, что это указывает на серию замещения, хотя вряд ли. Учитывая, какими темпами и количествами печатались банкноты, я думаю, никто не заморачивался по этому поводу. В левой части банкноты расположен вертикальный текст, напечатанный мелким шрифтом, гласящий: «Любой, кто подделывает или фальсифицирует банкноты, приобретает и вводит в обращение поддельные или фальсифицированные банкноты, наказывается тюремным заключением сроком от 2 лет». Правая часть банкноты усеяна защитными волокнами. Банкнота в очень хорошем состоянии. Имеется водяной знак, по всей длине правого поля изображение дубовых листьев. Оборотная сторона пустая. Размер банкноты 125 на 80 мм. Номер по каталогу Краузе 103, без разновидностей. Однако по каталогу немецких банкнот Розенберга банкнота имеет 3 разновидности. Первая отпечатана в имперской типографии серии А по Д. Вторая разновидность отпечатана в частной типографии, контрольная литера типографии и серия черные. И третья все так же, только литера и серия красные. По этому каталогу моя банкнота имеет вторую разновидность. Этой банкнотой я полностью закрыл 5 выпуск 1923 года. Вот можете посмотреть. Такое было у меня сегодня пополнение. На этом этот обзор подошел к концу. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте оценку этому видео, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Всем желаю здоровья, добра, успехов и замечательных пополнений в коллекцию.
До новых встреч!